Да, дожила до видоса, в котором трындежа больше, чем музыки. Ну, впрочем, почему бы и да. Возможно, этот видос поможет лучше понять мое творчество. Абрикос Абрикосов просит рассказать о начале музыкального пути и об учебе в вузе. Было мне 13 лет, захотелось играть, стала играть. Все просто. Музыкального образования я не имею. Канал начала вести в 2014 году, когда поступила на первый курс на графический дизайн. Сейчас я учусь уже на 4 курсе. Диплом. Специальность, конечно, классная, но мне бы хотелось уделять больше времени музыке. Но, однако, графический дизайн навсегда в моем сердечке, потому что я полюбила хорошую визуалку и всякие упоротости. Вопрос от Not Today о целях на 2018 год. Сдать диплом. Коллаборации я не планирую пока что, хотя это очень весело. Новых инструментов тоже не планирую, потому что следовало бы научиться играть на том, что есть. Имен инструментам я не даю, кумиров не имею. Андрей уже. Или уже. Сорян, братан, не знаю, как тебе правильно. С Новым годом! Хо-хо-хо! С Новым годом! Какой музыкальный инструмент, если не считаешь любимым, то хотя бы выделяешь как-то из остальных, есть ли какие-нибудь хотелки. Сейчас мои хотелки — это не столько инструменты, сколько став. Мне бы хотелось скопить на нормальное оборудование для съемок, то есть мне нужна тушка и пара-тройка объективов. Но стоит это, конечно, все нормально, поэтому я должна сказать спасибо всем, кто донатит мне денежку. Вся эта денежка идет в дело, вся эта денежка идет в канал, в инструменты, в оборудование, ни копейки не потратила мимо, вы улучшаете мое творчество. Какие инструменты я могла бы выделить? Гитару, потому что это мой самый первый инструмент, и калимбу, потому что она самая упоротая. Калимба – это африканский волшебный музыкальный инструмент. Моя калимба вдвойне специфична, потому что она хроматика. Сверху располагаются ноты до мажорной гаммы, с обратной стороны располагается си мажорная гамма на полтона ниже. Техника игры не похожа вообще ни на что, поэтому я до сих пор одупляю и путаюсь. Это непростой инструмент. Играют на ней ногтями больших пальцев, поэтому мне приходится их отращивать, хочу я этого или нет. А то тут многие под прошлым видосом расшутились про мой маникюр. Виспер принес много интересных вопросов. Здорово. Первый. Как вы пересеклись с Алиной, с Клюквой, поп-мьюзиком и бэд-комедианом? Все эти люди нашли меня сами. С Алиной, Клюквой и Елизаветой Постол мы до сих пор общаемся. Классные ребята. Поп-мьюзик однажды написали мне и предложили помощь с оборудованием. Так у нас с ними завязалась дружба. Большое спасибо им. Бэд-комедиан помогал репостами мне в своем сообществе и использовал фрагмент From the Beltals в одном из своих бэд-трипов. Вошла в историю. Нобу Дивану в бородатом 15 году проводили конкурс каверов. Я записала ролик и получила совместное выступление с Сергеем. Открыть статистику аудитории? Да запросто. 95% это мужчины, 40% это люди 25-34 лет, и около трети это люди из нерусскоговорящих стран. Уважаемый Ник Фио, пожалуйста, прекратите писать на моем канале псевдопатриотичные комментарии в духе «Ты подписываешь свои клипы на забугорном, ты не патриот, ты не уважаешь своих корней». Ответ, почему я это делаю, вот он в статистике моего канала. Это стыдно, когда этот псевдопатриотизм отбивает ту логику. Когда-то мою мать Россию показали в военной тайне на РЕН-ТВ, и понабежала просто какая-то туча 40-летних мужиков, которые увидели политику в моих роликах, начали шутить про Обамку, про Путина. Да вы что, поехавшие, что ли? Я очень рада, что почти все эти люди разбежались на сегодняшний момент. Это был какой-то ужас. Серьезно. Виспер, продолжим. Как я понял, настроения на веселый трешачок типа сентября или штангера больше нет. Теперь он ли серьезные видосы? Или это все не просчитывается заранее, и как карта ляжет, так оно и будет? Ну, вообще, спонтанных видосов у меня нету. У меня всегда есть план на ближайшие 3-4 видоса, и под этот план я подстраиваю свою жизнь и свою учебу. Насчет трэша,
Ну, наверное, да. Трэша мне пока что неохота. Мне бы хотелось посерьезки поковыряться в видеоряде, в инструментах, в аранжировках. Раньше я больше делала юмористических роликов, потому что жанр юмора, он прощает косяки. Есть ли в планах чугунный мерч? Почему бы и да? Да, почему бы и да? Ну, вообще, из мерча были открытки для людей, которые поддерживают меня на Патреоне, и Виспер получил такую открытку. Вот. В планах есть все. И своя музыка, и мерч, и нормальный видеоряд, и хорошая стабильная регулярность, но вопрос во времени и силах. Пока я учусь на учебе, не вывоз. Евгений Елизаров. Доброго вечера. Он был одним из тех, кто подметил про мой маникюр и спросил, когда ждать новых качественных запилов. Я от кавера на Пинков до сих пор под впечатлением. Спасибо. Я от кавера на Пинков сама до сих пор под впечатлением, и делать планку ниже мне бы уже впредь не хотелось, но, к сожалению, у меня сейчас диплом в ближайшие полгода, и пока ролики будут покороче и полаконичней. Мне самой бы этого не хотелось. Если я снова пропаду месяца на 3, то, пожалуйста, не грустите, не теряйте, знайте, что так нужно. Было несколько вопросов с просьбами сыграть какие-то конкретные композиции. За все эти года я не выполнила ни одной заявки. Наверное, следует рассказать, зачем вообще этот канал мне нужен. Мне нравится находить что-то упоротое и это документировать. То есть, по сути, мой канал – это документация моего творческого пути, моих мыслей и каких-то моих маленьких упоротых находок. То, что мне предлагают сыграть, обычно меня не очень устраивает. Потому что первое, что мне обычно предлагают, это что-то из того, что я уже делала. То есть, например, сыграть еще раз Iron Maiden на баяне. Зачем? У меня это уже хорошо однажды получилось. Второе, что мне предлагают, это заезженные темы вроде и тему из «Игры престолов» или «Скайрима». Зачем? Это делали уже много раз, и это делали очень хорошо. Ну и третье, приносят какие-то свои любимые композиции, которые мне не очень к месту, к моим поискам. Так что, сорян, не обижайтесь, я заявки не беру. Есть одна скользкая тема, которую мои коллеги-девушки обычно никогда не озвучивают перед своими подписчиками. Но тема эта вообще касается этичности, и, наверное, ее все-таки надо поднять. Иван Башуров спрашивает, как зовут твоего парня, как долго встречаетесь и почему он не я? Иван, херов вы Казанова. В этом же треде Озвул Спенсер написал комментарий похожей с вами тематики, но почему-то его мне не хочется забанить, а вот вас мне очень хочется забанить. Во-первых, я уже счастлива в своих отношениях. Во-вторых, нужно не писать «О, я бы тебя выебал! Я бы на тебе женился! Почему твой парень не я?» Нужно не писать это девушкам на ютубе, а идти искать себе тянку в реальной жизни. В-третьих, с поклонниками, скорее всего, не выйдет счастье, потому что поклонник, он любит образ, который создал в своей голове, художественный образ, а не реального человека. Все мы, дамы на ютубе, очень прозаичные, живые люди. В-четвертых, «Почему твой парень не я? Я бы тебя выебал, женюсь на тебе, как только найду тебя». Это херовая похвала моего музыкального труда. Значит, играю я 7 лет, учила композу 2 месяца, сводила, рендерила еще 2 недели. Ну, значит, какой-то ноунейм из Нижневартовска пишет, что хотел бы в меня присунуть, или что хотел бы, чтобы я у него убиралась в хате и рожала детей. Бля, ради этого музыкой занимаюсь, конечно. Ну и в-пятых, да, в общем-то, это все и не страшно. Уже ко всему здесь привыкла. Страшно, когда такие вещи пишут парни со своими девушками на аватарках. Ну, это просто дно разложения. В такие моменты мне даже охота написать их девушкам, мол, беги от этого мудозвона. Это ужасно. Ну, или когда такие вещи пишут 30-40-летние мужики. Мужики, вы чё? В общем, шутки про женитьбу шутками. Шутки это хорошо, но нельзя переходить вот эту вот границу уважения к личной жизни автора. Кому-то из девушек почему-то нравится читать такие комментарии, ну я вот пришла, что на моем канале такое неприемлемо. Если я разбила вам сердечко,
Можете отписываться от меня и подписываться на канал Джесс Гринберг. Нам с вами не по пути. Дима Росси, как у тебя получается всегда быть такой милой? Это иллюзия. Михаил Самароков, а на чем ты еще пока не играешь? Чего нет в видосах, на том и не играю. Но это не точно. Омни 5600. А почему чугун? А потому что. Сейчас самые мои любимые комментарии от Виктора Елисеева. Леди Чугун. Вопросов нет. Сплошные пожелания, всего хорошего и доброго. И от Владимира Фамилии. Да чего там спрашивать, твори дальше. Отлично, видимо, пора закругляться. На сегодняшний день, на момент января 2018 года, вы, наверное, одна из самых адекватных аудиторий, которая могла бы сложиться у музыкального канала, за что я вам очень-очень благодарна. 27 тысяч – это не так уж и много по меркам Ютуба, поэтому на моем канале сохраняется ламповость в комментариях, все общаются друг с другом и шутят шутки. Это прекрасно. С другой стороны, 27 тысяч – это уже немало, и я чувствую у вас опору. Среди вас много интересных и талантливых людей, и я познакомилась с некоторыми из вас благодаря каналу. Это замечательно, спасибо вам большое. Последних роликов я экспериментирую, делаю их довольно непредсказуемыми, и это очень греет душу, что вы принимаете все мои эксперименты. Я пообещаю выкладываться по полной и быть честной с тобой, слушатель, и с самой собой. Мир.